Доброе утро, самые лучшие подписчики на ютубе. Вы на Черничном хуторе. Посмотрите, какая погода, посмотрите, какое солнце. Вот мне, вот еще видео не началось, а мне уже кажется, что в конце этого видео вы напишите: ого, такая насыщенная серия, такой интересный ролик, как никогда. Ну, мне так кажется. Потому что что? Нам в город надо ездить, это будет насыщенно. Костя приедет, наконец-то Костя приедет, козырьки будем устанавливать. Потом за стеклами надо съездить. Ну и как всегда наши счастливые животные на вольном выгуле будут вас тоже радовать. Пошли всех кормить сначала. Все, иди гуляй. Попытаешься сбежать, я тебя съем. Будешь бегать здесь рядышком, будешь жить. Пошли. Выходимся. Веточка. Клякса не вышла.
Клякса не выходит. Клякса, что там у тебя? Клякса. Ой, Боже мой, Боже, что там у тебя? А я вам говорил, будет насыщенный ролик. Смотри, какой настоящий дорбер. Настоящий, да. А как ты смогла? Молодец, красавица. Получается, она у нас... Сколько процентов она у нас? 50-ка. Не Гриша сотка, это 75-ка. Посмотрите, 75-ка какой. Как настоящий вообще. Вот это да, если ты еще... Вот это ты дала, молодец. Мальчик. Мальчик? Да. Блин. Ну что ты такого барана? Класс. Молодец, Клякса. Ой, Клякса, красавца родила. Неси лампу, давай хоть на полчасика повесим, он подсохнет. И она хочет... Она его хочет, не может бросить. Ну, она хочет засохнуть. Слышь, а будут у нее еще или нет? Я не знаю, последующую не отошел. Это первый ее ребенок в жизни. Она такая, ну, как бы и бросить его боится. Сейчас мы согреем. С одной стороны, правда, что он как выглядит как 100% дорбер, а с другой стороны, что-то баран, то это уже минус. Барана тяжелее, чем ярку. Нужно его попоить, она ему почему-то не дает молока. Она его не подпускает к себе, видишь? Видишь, он идет, она ему не дает. А, недотрога маленькая, да, она? Но она еще, может, не понимает. А может, ей больно, может, не знаю. Ну да, убегает, думает, что ты хочешь от меня вообще? Давай подержу. И больше нигде черного пятнышка нет, да? Не-а. Ну он вообще красавец, он и линять будет сам. Лысенький такой. Настоящий дорбер. Почему-то не дает ему молока, пришлось завалить. Вот завалила, или то попила. Пришлось ей ошейник надеть, потому что она, как молодая мама, она еще не понимает, что за ее кто-то должен за цицки дергать. Теперь будем ее придерживать первых пару дней. И будет сама ему давать тогда. Ну, не понимает, не подпускает его и все. Ну такая недотрога еще мама, молодая мама. Да, не дает. А ему так хочется. Знаете, кто здесь будет скупить сейчас? Ты чего? Что? Опять кто-то родился, да? Опять тебе интересно? Ну заходи, это полезно для овец. У них тогда еще больше материнский инстинкт проявляется. Ага, все. Ага, съест сейчас. Сейчас Булька будет мама, не хочешь давать молоко. Булька, иди сюда. Иди понюхай. Булька. Булька послед ищет. А, еще послед не вышел? Нет, нет. О, видишь? Послед, Булька, еще ты нечего тебе кушать. Булька любит ногти кушать с копыт. Послед после родов. Еще может быть даже второй, да? Или уже все? Не знаю. То мы Но тут... она еще толстая такая. Упитанная еще. Ну, может и не будет никого уже. Перворожденице одного это уже нормально. Он буквально час назад родился, да? Видишь? Да, вот видишь, и не дает. Убегает от него, ну. Странная какая-то. Булька, иди на улицу, иди. Булька, иди на улицу. Быстро на улицу. Оп. На улицу. Оп, оп, оп. Иди. Иди. Все, стой здесь. А может она специально не дает, потому что у нее еще второй там? Нет, она должна давать. Оно, когда пьет ягненок, у них там что-то делается, не знаю. И оно лучше послед отходит, лучше все выходит. Тогда пошли, не будем мешать. Пошли, может, сейчас придем, она начнет давать. Пускай вдвоем сидят. Валь, а мы с тобой на полчасика про кролика забыли. Ну, я думаю, раз Дик в ту сторону смотрит, значит кролик там. Охранник. Я думаю, он где-то тут, нет?
Где кролик? Он тут. О, видишь? Дик пасет. Ну, вокруг сарая уже бегает. Главное, что в лес не хочет убежать его. Ладно, живи где хочешь. Вроде послушный кролик. Нашел себе новый домик. Что, второй что ли рождается? Что с тобой? Что на тебя нашло? Что там? Послед лезет? Послед лезет. Сарай горит? Что там? Валя, открой, посмотри, потому что что-то на нее нашло. Нету там что. Жди. Вот. Знаете, почему овцы орут? Я вот слышу, перевести вам. Они говорят, открой склад с зерном, открой, открой. И вот когда ты возле склада с зерном, они это говорят. Когда ты пойдешь с ними гулять, например, туда вот, в пчеловоду на участок, на гектар, там они уже не бэкают, тебя ни о чем не просят, потому что знают, что зерно далеко. Это вот попрошайки такие. Когда тебя рядом нету, когда они тебя не видят, то все нормально. Мы ушли домой, а все остались гулять на улице. И кролик тоже. Ну что, надеемся, ничего с ним не случится? Мазы прямо идут караванами. Дорогу разбили, будем ехать медленно, чтобы стекло нам не побить. Все, привезли Стеклова. Будем сейчас останавливать. А вот овцы, смотрите, когда нас нету, с ними рядом, пасутся себе тихонечко, не бэкают, никого не зовут. А я им только скажу: Машка! И пошли. Попрошайки. Ребят, вот так вот живешь на хуторе в глуши, разводишь натуральное хозяйство, но не знаешь модных трендов, достижений науки, так сказать. Вот, например, кофе. Что для меня кофе? Это вот старый, добрый, растворимый кофе в банке. Залил кипятком, тяпнул и нормально. Но это, ребят, пока нормальный кофе не попробуешь.
вот такую штуку. Видели? Дрип-пакеты называются. Заваривать проще некуда. Не сложнее, чем растворимый кофе. Но на вкус обалдеешь. Небо и земля. Совсем другое дело. На вид просто. А трудов за таким кофе с ума сойдешь. Настоящая кофейная наука. Честное слово. Во-первых, это ж надо ехать за зернами в Кению там, Эфиопию, Бразилию. В наших-то широтах кофе не произрастает. Во-вторых, целую кучу опытов и экспериментов провести. Вкус кофе – штука сложная. Требует, ох, каких познаний. А занимаются такой кофейной наукой, конечно, не Васи с Петями, а настоящие кандидаты и доктора кофейных наук. Но понятно, что в кофейную науку не все так сильно погружаются. Вот, новосибирская компания ТАП. Эти дрип-пакеты у нас сейчас дома. И обычный растворимый кофе, который я раньше пил, это просто доширак какой-то по сравнению с табовскими дрип-пакетами. Вот реально, вы бы выбрали натуральную домашнюю лапшичку или химозный доширак со вкусом курицы. Так что растворимый кофе от настоящего свежевжаренного кофе в дрип-пакетах отличается примерно так же, как доширак с куриным вкусом от горяченького куриного бульончика на домашней деревенской курочке. После настоящего кофе в дрип-пакетах уж точно не подойдешь даже близко к кофейной полке в супермаркете. Да и в целом, если вам надоело пить невкусный горький кофе, то советую пошариться по этому сайту ТАП. Там точно есть чем вас удивить. Ссылку на вкусный и ароматный кофе в зернах и в дрип-пакетах в описании оставил. А еще ребята передали скидку 20%. Промокод тоже в описании под роликом. А чего ты без колечка на хвостике? Что это за хвост у тебя такой? Хвоста не должно у тебя быть. Давайте хвост обрежем, и тебе тоже. Каждый раз забываю зрителям сказать, все спрашивают, почему овечка хромает. Новая. Она, короче, когда мы ее привезли, она всего боялась, бегала тут как сумасшедшая по этому льду, все падала. И она, походу, вот этот суставчик, самый нижний, она его повредила. Она даже его дает в руки, типа вот, болит. И она на него сейчас слабо ступает. Ну, мы смотрели, ну что, и гипс наложить? Ну, уже наступает. уже получше стало, да. Ну, а что мы ей сделаем? Ну, можем гипс перевязать, ну, чтобы хуже не стало. Поэтому, ну, там ничего страшного, она не поломала. Если поломала, она вообще на него не ступала бы. Вот. До свадьбы заживет. Вы представьте, что вы всю жизнь сидели в клетке, и тут вас выпустили. А вы бы тоже гоняли по этому льду, как сумасшедшие. И тут упал. Ну, что сделаешь? Вот эту Шанелькину Ярочку. Ей уже 2 месяца и 2 недели. Через 2 недели ее надо от Шанельки отсоединять. И мы поменяем ее на другую. На точно такую же, только другой крови, чтобы не было крови Шанельки и Мигриши. Тоже надо будет съездить в город. Меняться. Пошли, покормим. Не хочет, представляете, что не хочет все равно, как что мы только не делали, не дает молоко клякса своему этому баранчику. Вот такая вот молодая мама. Вроде бы любит, лижет вот его, вроде от него не отходит, но молоко не дает. Типа я не такая, я жду трамвая. Кролик наш под вопросом, он безымянный. Нам его когда давали, его так поймали за уши. Дядька мой его поймал. И говорит, тебе сказать, мальчик или девочка? Говорит, тебя кого ловить? Я говорю, мне все равно, он же, говорю, на съедение. И, в общем, мы не знаем, как его зовут, и не знаем вообще, мальчик или девочка.
Вот. Не, ну, хутор не резиновый, кроликов на хуторе не будет. Потому что я знаю, сначала кролики, потом выдры. Он под лампой сидит. Малой сидит под лампой, а Шанелька рядом. Пошли, я ее буду держать за ошейник. Шанелька. Клякса. Ой, что-то он далеко побежал, чтобы его там никто не задушил. Поскакал в лес. Пускай бежит. Давай беги, тебя тут съедят, я тебе говорю. Если не я, то Дик. Или Найда, да? Найда ж такого с леса притащила. Прям возле нас задушила, мы слышали, как он пищал. Меня сначала рыжего поймали. И говорят, не, говорит, поймали, все, уже посадили в коробку. В машину, говорит, хотя нет, вот этот крупный. И дали вот этого крупненького. А вот, слышь, ну, я не собираюсь ловить в ближайшую неделю. Вот если за неделю он реально привыкнет, вот так вот будет бегать вокруг сарая, как сейчас. Потому что Миша Замоши говорит, что говорит, я их, говорит, вообще не вижу, они, говорит, днем их нету, а, говорит, они выходят ночью. Если вот он так будет себя вести, вот целую неделю бегать вокруг сарая, все хорошо себя вести, то мы его оставим, даже поймаем и скажем, мальчик или девочка. Но если он будет, как у Миши в Замошье, спрячется и будет выходить только по ночам, мы его отловим и съедим. Так как вы думаете, это мальчик или девочка? Я сам не знаю. Ну, как по мне, мальчик, да? Ты как думаешь? Тоже думаю, мальчик. Ну, а прикинь, это самка. Блин, мне уже даже саму захотелось. Так уже хотелось, хочется поймать. Ладно, терпим. Неделю. Бегает, смотри, Дик на него смотрит. Кош, пчелка смотрит. Раньше Дик на пчелку смотрел, теперь Дик на кролика смотрит. Иди. Что-то он на него как-то смотрит, еще и облизывается. Дик, а отведайте крольчатинки, да? Ну боится, я ему пару раз кулак показал. Дик, кролик, это мое диетическое мясо. Тебе, Дик, даже шкуры не дам. Все, побежал. Понимает, что нельзя. Ну как ему тяжело в голове, вы не представляете. О, все, уже начал по следу ходить. Да? Да. Уже не будет больше никого. И вот молодец, лежит себе под лампой, греется. Клякса, давай тебя придержим. Давай, Клякса. И ее придержать еще трудно, она подпрыгивает, не дается вообще. Он как лысый, смотри, он родился как лысый. У него шерсти нету, как у докторов. А ты что такой? О, лысенький. Только на лапках. Вставай, что ты лег? Вставай, сейчас пойдем молоко пить. О, какой розовенький. Ты, наверное, линять будешь, да, баран? Вот, чтоб тебя купили. Друзья, забивайте, через 3 месяца будет отличнейший баран, 75-ка, линяющий. Будет хорошее потомство, да? Отзывается? Угу. Только нам надо будет тебя, наверное, с бутылки кормить опять, как и все. А ну, попытайся подсунуть, Вот да? свиньи, 10 штук дал, родили, сами все сделали, а эти вечно. Не хочу давать молоко, а я не хочу пить. На, иди пей молоко, иди. Что делает, а? Иди пей, иди. Иди, я держу, иди. Иди туда, пей. Пей молоко, иди. Пей, вот так вот. Не пьет, держи. Что-то мы ее пытались придержать, он вообще не пьет. Сразу пил. Может, пока нас не было, все-таки она ему дала молока? Будем наблюдать. Может, все-таки дала, надеюсь. Ладно, пошли.
Пошли шашлыки делать. Пошли. Сейчас приедет Костя. И будем работать на улице. Значит, готовить тоже надо что-то на улице. Если плов, то это надо большую компанию. А нас будет пару человек. Так что сделаем самое наше коронное блюдо, которое у нас всегда получается супер обалденное в десяточку. Это свиная шея, шашлыки в тандыре. Пошли замочим. Я думал, это какая-то свинья носом хутнула. А оно внутри получилось. Наверное, ведро не слили. Отборная шея. Как раз выходные. Ваня приедет, Кирилл. А дети, знаете, как шашлыки любят? Они просто их обожают. Ай, хороший нож. Комплимент от повара за хорошие съемки. Пожалуйста. Называется «Не поваляю, не съем». Я сейчас вспомнил кое-что, напомнишь. То есть шампура у нас будет висеть так, и вот тут вот снизу угли. Но почему-то здесь шашлык сочный, а вот тут сверху, где крышка, он всегда суховат. Поэтому я решил, сегодня, Валентин, напомнишь, вот в этом месте мы вешаем картошину, а потом уже шашлык нанизываем. Картошина пускай подпекается, а шашлык пускай сочный будет. Давай. Да? Так, рецепт у нас обычный, самый простой. Это половина лука будет у нас на терке, а половина кольцами и минералка. Все. Если бы на самом деле у нас еще было киви дома, то мы бы еще киви добавили. Лук дает сочность, когда его на терке потрешь. И киви тоже дает мягкость шашлыку. Нарезаю на большие куски, вот такие вот. Мне почему-то они больше нравятся, они как-то сочнее. Хочешь такой? Ну это уже вообще это супер главная роль с эротическими сценами, это не тебе. Это индюшки с индюком. Максимум. Лучок на шампуре обожаю. И шашлык тоже. Шашлык, само собой, разумеется. Вань, проси все, что хочешь. Нет, я чистила, наплакалась. Давай ты поплачь еще. Ну, бойся моя. Давай, Что ты давай. еще не начал, мне уже плохо. Давай, у тебя силы больше. Только пальцы не покалечь. Мне надо противогаз и перчатки купить.
Не плачь. Я вообще новый рецепт придумал. Лук будет горчить сильно. Вот. Хватит. Хватит. Вот. Попробуйте. Я пошел. Со слезами будет вкуснее. Вчера грил с ногтями и с кожей, тут еще и со слезами будет. Наверное, любит меня. Так нечестно. Работали профессионалы. Лука, кстати, чем больше, тем лучше. Тем сочнее будет и мягче. Кстати, я только что лайфхак придумал. Показать? Угу. Помыть ее. Так и так же поливать минералкой. Конечно же, обязательно должен быть черный перец. Тут у нас 3 килограмма шашлыка, поэтому потом красный перец. Сушеный чеснок. Его много больше можно дать, не помешает. И мы почти во всех блюдах все время добавляем куркуму. Тоже ее обожаем, она полезная приправа. Она дает красивый цвет вообще блюдам. И соль крупная-прикрупная. И чем дольше постоит, тем лучше. Сольки еще надо. Еще? Угу, еще одна, да. То мало слоить было, тут 3 килограмма аж мяса. Можно даже на прилавке магазина продавать как самый лучший шашлык. Тебя завести в магазин? Не, не продается. Заходите, заходите. Там пару человек написало, что вы уже не приедете никогда. Писали? Да, что кинули нас. Мы сюрпризы сделали. Развивайтесь, развивайтесь. Костя нам несколько раз такое говорит. Может фотки сбросить? Я говорю, нет, не надо. Поэтому я, единственное, что я знаю, вот он просил, делать черное или коричневое? Я говорю, делай черные. И он еще как-то проболтался, говорит, ой, Валя будет там вазоны где вешать. Все, и больше ничего не знаю, какое там. Говорит, давай фотки сброшу. Я говорю, не надо. А ты ж нафоткал? Я переживаю, что понравится. Не понравится, чего не понравится? Не понравится, может, его обратно повезем. Главное, чтобы по размерам подошло. Поставить, скажи, нет, нам не подходит. Когда уже поставили. Да, сначала установим, потом это скажем. Мы так всем говорим. Ну что, открываю, да?
Что там? Я еще не вижу. Ого. Большие, да. А что это? Слышишь, они такие огромные. Я думал, мы тут на месте это будем варить, собирать. Так тут уже все, только стойки им поставить. Такие красивые, узористые. Офигеть. Не, я это... Знаешь, почему я говорил, можешь не прислать? Я знал, что будет красиво. Я был уверен, что будет красиво. Вот здесь, Валя, будешь вазоны свои вешать. Ох, уже навешиваю вазонов. Главное, чтобы белка не доставала. Все рисунки, всю эту фигню придумал как бы на ходу. Сейчас, там уже ножик. Ножик сейчас принесу, Ну, а вы понимаете, что Костя мог бы просто вот вместо вот этой жести под цвет дома просто привезти зелененький поликарбонат. То если еще зелененький, то еще ничего. А ты помнишь, когда хотел, какой всегда хотел? А что я хотел? Вот такой. А, маленький? Да, помнишь, тогда хотел? Ну, я думал, да, действительно вот такой вот. А ты говоришь, надо на все ступеньки. Ну, я просто не представлял, как ты сделаешь вот такой огромный этот. Костя, смотри, получается вот эти ступеньки у нас. 1, 2, 3, 4 метра. Мы же не будем делать такой козырек на 4, получается, чтобы еще больше, 4,5 метра. Почти 5-метровый, который будет накрывать это угловое окно. Это будет некрасиво. То есть нам надо просто вот такой вот сюда, как кепка. Получается двери сами, ну, сотка. То есть его можно сделать, например, там я не знаю, ну 140 шириной. И верхняя ступенька у нас 100, с нижней 130. И можно его сделать вот такой вот, чтобы он сюда стекал, 150. Ну, то есть вот 150 длиной и... Мне кажется, чуть больше, Димка, надо. Ну, короче, нижняя ступенька 130, смотри сам. Да. Мне, ты знаешь, мне до сих пор вот что-то чуть-чуть в голове кажется, что что-то не подойдет. Слушай, ну качество. Посмотри, как красиво сварено. Тут даже шовчика не видно. Ты здесь даже вот эти вот пластиковые штучки поставлял, да? Как с завода. А чем ты Фоксволдом варил? Да, довольный. Как он там варит? Все четко, мягко, блин, ну классно. У меня как бы опыт есть сравнить с чем. Как бы, как помнишь, что отец говорил, что сварка должна мягко варить. Так она, ну, реально варит, блин, я доволен. Но она же больше по этому, по аргону, а ты и таким варил, да? И Да, электродами? как бы там я зафоткал, когда ну, электродом варил. А так она больше по аргону, но аргоном просто как бы не получилось того. Не сфотографировал, как бы я не снял это все. Но тоже довольный. Как бы, у меня опыта нету по аргону, но я доволен. Как бы для новичка и то я получил как бы опыт. Для электродом тоже варю, как бы, но это как бы надо больше ну, вот это, под аргон. Но электродом мне вообще тоже классно Короче, понравилось. можно все варить, да? Даже на самых таких маленьких токах я как бы варил. Как бы, ну, тянет четко, мягко просто. Блин, я довольный. Честно, классно. Если надо кому-то сварочные аппараты Foxwell, на всякий случай оставлю ссылку в описании. Ну, классно, да, я как бы Там у них доволен. ассортимент, то есть там таких аппаратов у них даже не десятки, а сотни. А надо по-любому еще у них это вот заказать, не комплектующие, как бы немного такое всякое. Да заказать, да? Да, да, заказать. Все, ну, остальное как бы еще. Много прибамбаса всяких. Вот этот большой на задний выход, тот на передний, да? Его сначала достаем. Да. Сколько человек загружало? 2, но тяжело. Вдвоем тяжело? Ну сейчас 4 выгрузим, нормально все будет. 2 тяжело. Пока будем за... Называется, подосрала в экран. Ты меня получишь тут, лезешь. Пока будем ставить козырьки, то пускай греются танты. Шашлычки будем тут делать. Ну, заводи. И ты должен будешь в экран говорить. Вот запомни, что должен говорить. Я таких шашлыков никогда в жизни не ел. Да я с такой еще штуки не ел. О, еще и не ел. Еще не ел, уже не ел.
Вань, куда вы ездили на полчаса? Мы не можем без вас достать козырьки. Где вы были? Что, издеваешься над Кириллом? Кирилл, наверное, догнать не может, да? Он ехал 53. 53 километра в час ехал? А это вас Сейчас уже, Дима, как традиция получается. Все с медом приезжают своим. Да, кстати, А все друзья одни пчеловоды. Костя не только сварщик, он еще и пчеловод. Слышь, получается, вы все пчеловоды, да? А медовый магнат я. Спасибо. Спасибо. Ты что, яблочко? О, давай одну белку дадим. Не жалко? А то я тебе. Да. Потому что она таможня. Тогда она тебя бить не будет. Да, кстати, корми ее. Ну, или будет, чтоб еще дал. Пережуй сначала. Все. Все, биться не будет уже. Вот все гуляют, овцы. Белка стоит, разгружает с нами. Вот ей дай с нами разгрузить. Не спеши. Не спеши, не спеши. У тебя там вот, о, все, Вот вышло. Все, Ваня, сможешь тянуть? Фишка и рисунки, один слева, один справа, один по центру. Рисунки на ходу придумал. Просто вот в процессе сделал рамку, потом думаю, что сделать надо по-другому. Как бы все любят козырьки вот так. А у нас так не получается. У Здесь. нас здесь не У нас получится. только ровно. Чтобы так обмануть, уже и тут сделал загнуть. Раз тут загнул, надо уже и здесь загнуть, чтобы сделал. И на ходу каждый раз что-то придумываю на ходу. То есть не с интернета взял? Нет, просто как бы на ходу. То есть эксклюзив, индивидуально? Да, да, да. Попробуйте только срисуйте мне рисунок. Ну не балуйся. Ну давай, понесли. Так, стой. Что вы там Кирилл, светите? наступи на чемодан. Кусает его. Так, подожди. Давай буду пробовать. Все, взяли. Не спеши. Отойди. Ваня, ну капитан. Вставьте. Все. Чего? ничего. Белка, иди пасись, а. Ты шанкаску покусай. А ну иди сюда. Снова косяки. Ты чё, краску содрала? Вот тебе под хвост тебе. А ну, иди отсюда, ты сказал. Иди отсюда. Иди, работай, тут иди ищи траву. Ничего. А как салат называется? Постный. Постный? Постный. Мы даже четвером его не поставим, он такой тяжелый. Надо придерживать будет досками. Что входит в этот постный салат? Лук, салат, оливки, огурцы, помидоры, перец. И кальмары у нас входят сюда. Только он получается не очень постный. Но вкусный очень. Остался соевый соус и подсолнечное масло.
Подсолнечное масло. Перец. И остроты. Все перемешиваем. У нас Ваня очень любит готовить. У него салаты бомба. На, попробуй. Я такие не умею делать. Папа, пошли оценишь мой салат. Я уже сделал. В смысле попробовать? Да. Ну, ты знаешь, а кальмарчиками побольше. Кальмарчика. Но я еще не пробовавший, ну, знаешь, так, чтобы себя не обидеть, скажу, что, ну, шашлык будет вкуснее, но это как дополнение для шашлыка очень хороший салат. Сразу видно, что сделал ты его без помощи мамы, потому что ты готовишь как дед большими кусками. В ресторанах тоже большими кусками готовят. Крутой. Вкусный. Как у деда. Угу. Круто. Так, шашлыки шашлыками, козырьки козырьками, но вас же больше интересует, как там кролик, как там ягненок. Вот кролик. Целый день пасется, никто его не трогает, травку кушает. И ярко начала ягненку давать молоко. Так что все хорошо. Костя, посмотри, вот здесь вот откручиваешь, вот так вот, и все. Я когда начинал это видео, светило солнышко, я говорю, ой, такая погода классная, ролик будет классный. И тут пошел дождь. По картошине сначала, а потом по мясу. Пошел дождь, и поэтому мы сегодня, ну никак козырьки не повесим. Ну, ничего, сейчас шашлыков сделаем. А можно съездить сейчас в деревню, там нужен мне забор. Померяем забор. Тоже я тебя с забором не тороплю. Вот надо будет через полгода время, сделаешь через полгода. Хорошо? Главное замерить, пока ты здесь рядышком. Еще же определиться надо. Но определиться какой, да. Вот этот вот лук наканывать, я сам забыл. Сколько их надо? Я не знаю, чтобы эти 3 килограмма влезли. Не, сколько насажу до конца или Ну, как? да, до конца. Тут 10 шампуров надо до конца. Поэтому сейчас поедем замеряем, поедим шашлыки, а завтра утром тогда наденем эти козырьки. Конечно, дождь нам не по планам. Я люблю, сделал дело, гуляй смело. Но погода нам это поменяла нам мероприятие, все сбило толк. Сейчас я смотрел на ночь у нас, посмотрел, ну, сориентировался, думаю, ну погода-то погода. У нас тут получается на зал. То у вас на ночь, на ночь. 250 километров разницы у вас, На ночь. конечно, А утром ехал всю дорогу хорошо погода. На Кирилл говорю, блин, все, с погодой нам супер повезло. И на улице погуляете, и все, а тут все. Ничего. Ты, Кирилл, где-то выступаешь? Да. Крутяк. В школе открытого. У нас когда Ваня маленький был такой подвижный, вот как Кирилл, такой везде на свадьбах танцевал, везде совсем не Это тоже танцую везде на свадьбе. Ну, а сейчас вырос, он такой, ну спокойный, тихий стал, вообще изменился, вообще не такой, как молодо. Это так что ты, Кирилл, хоть не меняйся. Ты такой оставайся, такой подвижный такой. А Ваня у нас такой молчун, потом подрос и начал стесняться уже, знаешь.
А раньше, я помню, когда... Я в детстве тоже синий был. И все говорили, типа, взрослые соберутся, да, о, типа, это плохо. Я и сейчас стесняюсь. Никита вообще не стесняется, да? Вот покажи язык в камеру, покажи. Ну, я думал, как должен говорить. Не, чуть-чуть Давай стесняется. ты. Я первый, да? Папа второй. Такие крупные куски. Ну, это А я пах? специально такие делал. Вот если бы камера еще запах передала. Ага. Ну, да пахнет, Костя говорит, может, сырыми давай есть. Говорит, Как сало. это же говорит, то же Да? самое, что сало. Ну, все супер, влезло все. О, 350 градусов есть, так что успеем приготовиться. Оп. Оп. Я угли не достаю, с углями будет лучше. Мне вкуснее нравится, чем на мангале. Сочнее, нежнее. Такие... Ну, сейчас попробуешь. Ну да, ты да. Температура какая? Была 350, уже 340. Сейчас поднимется, да, получается? Не, наоборот, сейчас мы положили 3 килограмма мяса, она будет опускаться. Когда будем его доставать, наоборот, уже будет 200. Дождь все больше и больше. А когда козырьки установятся, на ступеньках не будет ни снега, ни дождя. И сама плитка дольше прослужит. Оп, о, как я и говорил, картошечка сверху подпеклась. Мне Шашлычок, кажется, готово. шашлычок готов. Да. Достаем. А пахнет вот настоящим шашлычком. Чик. Костя! Аромат такой, как будто вот в детстве идешь по парку, а там какие-то дядьки шашлыки жарят. Но это не твои родители, они тебе их не дадут. Вот такой скажи, да? Ну тут намного. Тут такой запах. Так она вообще даже такое, когда мы еще только насаживали пахло. Накладывайте шашлыка, пока горячий. Хотя тут у шашлыка есть два конкурента. Это Ванин салат и вот это. Знаешь, что это? Это с Гродненской области. Тетя моя сама вырастила этих свиней, сама сделала пальцем пханую колбасу и вот эти полиндвицы. Это вообще супер натурально. Эксклюзив. Это, но пока горячее надо это есть. Это можно и утром. Берите. Вкусно. Тебе картошку? Не. Если характеризовать этот шашлык, да, как будто вот 80% он как шашлык, а 20% как будто в печи мясо запеченное. И поэтому он такой... Он не сочный. Видишь, на мангале он более сухой такой чуть получается. Ну, сочный. Да? Очень сочный. Ну, У нас сочный всегда вообще. получается. да. Вот сейчас опять получился. 10 из 10. Ага. Это мне напоминает. Знаешь, я переживал, что это не впишется в стиль. Все. И чтоб я не знал, я бы не сказал, что это делал. Это ты делал? А, блин, честно, я переживал, что не войдет в стиле. Но, слышишь, а может, ну, видишь, мы хотели вот где-то вот туда или вот сюда ее повесить. А сюда тут же. Тут по-любому навес тоже. Навес нужен? А какой? У тебя будет то же самое, как и на том. Да, навес на том нужен самом- сюда. Как на том крыльце все время будет вода стоять, так и здесь будет. Но здесь, в принципе, вот в этом месте как раз вода попадает. То есть тут опять такой же или такой, На да? всю ширину.
Да. А ты можешь сейчас померить? Ну, что тебе второй раз ехать? У Кости в глазах паника. Заволновался, застучал. Сейчас снова будешь писать, что никогда он приедет. Ну, мы его не торопили тоже, и вы же особо не торопили. Мы не торопим. Просто надо быстро, очень скоро что сделать. Когда? Давай здесь меряй, меряй все. Давай померяем, а там определимся. Вадим делал. Не может быть ничего. Оно как бы, понимаешь, все, что было, совпадало эти основно, потому что бывают столбики, да, меры В разные всё стороны, ровно. да? Ну, Ты поэтому специально уровень не взял, чтобы проверить, перестраховаться на калитке. особенно на калитке, да? Да, чтобы как бы... Ну здесь везде ровненько. На Тут калитке, чтобы- единственное, я не знаю, косяк это или нет, смотри, мы, блин, так до сих пор руки не дошли. Вот эти 4 столбика зафугованные, видишь? А вот это не запуговано. То есть надо перед тем, как ставить, надо их запуговать тоже, да? Да. Чтобы потом удобно, да? Ну, плохо, что тоже бывает кирпичный. Не разморозился. Он накается вроде бы, а все равно как бы. Надо фуговать, да? Зафугуем. Ну, лучше, мне кажется, было. А какой мы вот эту насаживали в этом году? Да. Все нормально, растет. Она выше, чем другие. Дождь закончился как под заказ вам. Соседи петухи поют. Здесь классное место, печки, лавочки балдеть должны. С петухами вставать. Как на хуторе. У них везде петухи поют. 4-5. Держи тут. Вот так? Ты ворота делаешь? Да, они туда будут откатываться. 5. Все, как раз нормально. Ну, чтобы хватало, там же получается подвид. А тут же надо это. Заливать. Да. Разливать. И закладную ставить. Это я потом объясню. Хорошо. Вот можно вот тоже сделать его черным, вот с такими серебристыми патинами, как сверху. И там у тебя такое, ну, тоже. Ну, короче, не золотисто, а Да. белую патину. Ага. Ну да, потому Просто- потому что сервисный дом. Просто хочется классику. Сейчас какие-то модные, уже какие-то жалюзи делают, какие-то там, ну, сейчас много разных видов заборов. Но просто кованый забор, это классика, это на всю жизнь. Это Ну, столько кованых, как у нас в нашем районе, вас столько нет. какая, в вашем районе там цыгане живут. Вот видишь, смотри, нигде нету ни одного забора, так как вот видишь, сколько мы проехали, да? Кованого? Да, вообще нету нигде. Все, бетон и Просто все ни у кого нету такого друга, как ты. Ой, метр 92. Теперь в это место, да? Доброе утро, друзья. Вчера вечером не смогли загнать уток. Они так и ночевали на пруду. Самец павлина ночевал сам на улице, а самка в сарае. Ой, курочка одна вместе с ним. И еще кролик не пошел на ночь. Вот не пошел, а в дровнике остался. Вот очень хочется верить, что ночью никуда не убежал и собаки его не задрали. Дик, иди сюда. Где кролик? Не видно его. Где ж он? Ну так. Что это за следы? Дик, ты тут не гонялся за кроликом? Это следы подозрительные.
он сидит. В дровнике живет. Ну, пусть сидит, значит. Первая ночь у него на воле прошла успешно. Все классно, но не хватает. Потому что Надо, для мужиков да. нужен двигатель, Да. а не электро, да? Так и на У машине. меня, ну, тоже есть мотоцикл. Я себе сейчас вообще думаю, тоже что-нибудь еще посерьезнее. Планы есть, как бы. Что ты хочешь? Яблоки? Они достали уже нас. Доплати, видишь? Они тебе намекают, доплати. Мясо обещал, да? За главные съемки. Подожди, Костя даже капельники предусмотрел, чтобы Что там прожектор? все вот так. То есть получается ручейки воды будут только стекать слева и справа, прямо не Ну будет. да. Так вот видишь, чего я говорю, все Подожди, я посмотрю. Так оно здесь. Здесь ровненько с этим, подожди. Здесь ровненько с этим. Вот так. Все там? Ага. Потом аккуратненько вытрем. Здравствуйте. Хорошо, что ты мимо проезжал. Бляха, все время мимо езжу. Стесняюсь заехать. Здравствуйте. Силушка, есть богатырская. О, Мы спрашиваю. вдвоем с Костей поднять не можем. Кость. А, так вы еще не знакомы? Заочно. Заочно, да. Все, давай сразу начинаем, да? Что? Давай. Чайку пьем? Не надо, был слушай. Хорошо. Подожди, знаешь, Кость, подожди, пожалуйста, иди сюда.
Да, ставим как надо. А, сначала так. Вот так. Потом сейчас все, поднимаем. Аккуратно. Так, руку, неправильно руку делай. Валентин, руку Да, подал. я понял. Так. Так, стоп. Все, хватит. Так, что у нас тут ориентир? Ориентир тут, все. Все, Костя, отвечай мне. Я понял. Мы постоим. Все. Поверху, сейчас поверху. Вам солнышко вышло. Это радует нашей работе. Вы же поэтому в Всё. дождь не хотели, мы хотели в солнышко. Все. А оказывается, это тяжело. Валь, А, помоги, пожалуйста. без Вали ничего не может. А? Я сдвинулась, да? Ну не так далеко, давай назад, назад. Еще чуть-чуть на меня, вот, все. Толщина 7,5 этих толстых шурупов. Шурупы они называются. Ну, как бы, да, анкерали. И мы их вкручиваем, получается, в дуб. Здесь навечно. Но на всякий случай мы решили еще столбики поставить. С той стороны будут столбики, тогда уже и здесь поставим. Если бы не там, то, может, и не ставили бы. Это, а столбик надо бетонировать? Нет? Не, мы просверлим его вот сюда, санкерим вот сюда вот. В углы вот так вот. Чуть. Валик, ты чего? Ну, 100 килограмм выдерживает. Подожди, еще что должны поставить столбы. Без столбов держится. Да? Да. Сейчас, смотрите, Щас, такой щас, номер щас упадет. еще никто не выполнял. Подъем с переворотом. Не перевернешься. Сосиска. Точно крепко стоит. Откуда они знают, как что ты так свистишь и зовешь? Ну, которая моя. Помнит это еще, что я по свисту будет зерно. Она подскользнулась. Чуть сустав потянула. Сейчас хромает. Видишь, больше всех орет. Где еда? Говорит, что звал? Че ехал без еды? О, Это вот... Обманщик. Завелась. Ты даже этих шайбы спрятал с болтами, да? Все, да, сервис. Блин, я бы сейчас у зрителей спросил, ставить ли нам вот эти вот стойки или нет. Но это ж ответят только в следующем ролике. Ставить или нет? 2 недели жить будешь, что тебе? Неделю подождем, пока ответят. И повод будет приехать опять. Это. Слышь, ну давай сейчас с той А где стороны. колпачок? У меня. С той стороны то по-любому надо ставить. Там большой. Там же длинный. в одном комменте, помню, давно писали же. Что? Типа, ну там писали, типа, не ставьте столбики. Типа здесь. А мы что так обсудили там на том, а на одном и за одной нам надо по-любому столбик ставить. Там, да. с той Там стороны. упора нету Слышишь? того. Ну, хорошо, смотри. Если он держит 100 килограмм человека, то это значит, что он выдержит любой ураган раз, и он выдержит 100 килограмм снега 2. А тут столько не будет. А может вообще, слышь, столбик-то красивый, не уродский.
Может вообще красивее будет и надежней. Вот так вот, да? Ну так вот столбики примерно, давай. Ну они ж как бы это... Не знаю, мне нравится, какая-то сразу надежность появляется. Не портят, Валентин, не портят. Ну да, может и законченность какая-то получается. Ну, давай, пошли на ту сторону. Давай все. Вот эти... Димка, а что ты за окно в жизнь такое ты сделал? Это, знаешь, видишь, вот здесь такое угловое окно? Я здесь тоже такое угловое хочу, красивое, чтобы было по дизайну одинаково. Тебе скучно вообще, я смотрю, блядь. Вика, давайте красную полосу лупанем. Вот ролики не смотрит, и что я ему еще отвечаю? Последний ролик не видел, значит? Нет. Видишь, а я там говорил, что я уже заказал угловое хорошее окно такое. Ну, на один просмотр у тебя меньше. Да, не беру. А чего оно такое тяжелое? Я не знаю. Потому что все узоры сделаны... Ну реально, килограмм, наверное, 150 весит это все, не? Ну, это... Сейчас, тихо. Оп. Оп. Спасибо, Ваня, что приехал. Без тебя вообще не справились бы. Бери шашлычок. Это вчерашнее, я есть не буду. Я тебе больше скажу, но еще и завтрашнее. Ладно, вот сегодня, вот и вчера на столе не было рыжиков и котлеток. Валя, вот только для тебя специально на. Ваня умеет. Слушай, вот это не кошерное. А это кошерное? Да. Хорошо, что я не еврей. А ты рассказывай сегодня анекдот про евреев. С пюрешкой. Какой ты там говорил? Врач заходит, доктор заходит, расскажи. Заходит, сделайте мне кастрацию. В школе хочу. Вам зачем? Вам карается, плачу деньги, сделайте. Сделали. А что, зачем вы потом уже после операции? Зачем вам надо было? Ну, я мусульмане, говорит, пойду, говорит, это, веру приму, говорит. Может, вам надо было обрезание сделать? А я что сказал? Ложись. Вот, что Ваня делал. Уже остальное сами доделаем. Все, получается, с этой стороны тоже закрепили, только надо столбики, потому что, смотрите, с этой стороны вот ребро жесткости, вот этот упор есть. Ну, видишь, То есть оно здесь жестко. не шевельнуть. А с этой стороны у нас получилось окно. И тут нет упора. И получается с этой стороны, ну по-любому надо хоть один этот столбик. Ну Костя на всякий случай привез 4. Наверное, 4 установим, да и все. Из одного этого, если бы не здесь,
Если Угол. бы здесь можно было вообще не ставить. А так, пускай Да. будут все 4, что тут такого? Дети приходят, любят вот так покружиться. Козы любят потереться. Чесалки. Ну. Если когда-нибудь кто-нибудь пьяный лбом даст, я вам расскажу об этом. Штука поднимает. Держишь, да? Поднимаю, смотри. Ну. Подожди. Ну вот. Ну что, столбик? Мешает, не мешает. Он наоборот только красоту дает. Не мешает. Куда такая маленькая штучка мешает? Наоборот, классно. Законченный вид У людей получается. перила тут тоже вот, хоть со спина болит, то можно хоть дотронуться. Нормально все, класс. Давай ставим все 4 и все. Давай, держишь? Хорошо, что мы вчера в дождь не работали, а сегодня в солнце работаем, да? Ну да. Как бы торопились, промокли. Такие косяки были бы. Спешили бы. Да. Здесь сейчас надо просверлить будет. Смотри. Смотри, как все будет красиво. Оп. Вот так вот. Так, на. Ставишь. А я, подожди. А я тоже вот подыму. Стой, 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 стой. Вот так. Все, друзья, мы, наверное, вам уже надоели с этими козырьками. Ну вот так один уже понятие имеете. Видно, как это будет. Нам сегодня точно успеем, должны еще 3 установить. Все, если понравилась сегодня серия, ставим лайк. Пока. Пока-пока.